Компания Nissan представила новый Pathfinder. Несмотря на то, что кроссовер пятого поколения дебютировал в феврале 2021 года и даже недолгое время продавался в России, данную модель нельзя назвать шестым поколением. Этот кроссовер разработан специально для рынка Китая. Новая модель кардинально отличается от знакомого нам Pathfinder. Он больше, у него другой кузов, мотор, дизайн экстерьера и интерьера, а производит его совместное предприятие Dongfeng Nissan. Во внешности у кроссоверов нет ни единого сходства. Изменен не только дизайн передней части и кормы, но даже конструкция боковин. Pathfinder лишился выступающих колесных арок, изменены стойки, крыши и остекление. Примечательно, что передняя часть оформлена в актуальном фирменном стиле марки, тогда как мировая модель получит такую внешность только после рестайлинга. Задние фонари у китайской версии выполнены в виде длинной линии, которая имеет единственный разрыв по центру багажника. Колесная база у двух моделей одинаковая, это 2900 мм, но кроссовер для Китая получился на 12 см длиннее, 5130 мм. Но по ширине 1981 мм и высоте 1767 мм китайский Pathfinder почти не отличается от американского. Модели положены 18 или 20-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет китайца в зависимости от версии варьируется от 182 до 184 мм. У варианта для штатов 180 мм. Архитектура салона тоже новая. У китайского кроссовера экраны виртуальной приборки и развлекательной системы крупнее и расположены в одной плоскости. Каждый дисплей имеет диагональ 12,3 дюйма. У мирового кроссовера экраны расположены отдельно. Также переделана передняя панель, дефлектор обдува и центральный тоннель. Но руль, блок климат-контроля, подстаканники и элементы управления трансмиссией на центральном тоннеле общие. Китайцам кроссовер предложен в вариантах 7 или 6-местным салоном. В оснащении самого дешевого Pathfinder есть светодиодная оптика, виртуальная приборка и мультимедиа-система, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида, штатный видеорегистратор, электропривод багажной двери и круиз-контроль. В более дорогих исполнениях появляется кожаная обивка, аудиосистема Bose с 13 динамиками, панорамный люк, подогрев передних сидений, камера кругового обзора, адаптивный круиз, система автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон. Несмотря на обилие систем безопасности, ни одна современная система не сможет защитить автомобиль от чужих ошибок на дороге. Но защитить себя можно, оформив ОСАГО страхового дома ВСК, с которым у вас будет масса преимуществ. Это покупка, продление и внесение изменений в полис без визита в офис. Электронный полис всегда под рукой в личном кабинете и мобильном приложении, через которое можно также оформить ДТП на месте с помощью электронного европротокола, а также провести осмотр. Поддержка 24/7 в приложении и по телефону. Денежное возмещение можно получить без визита в офис и в кратчайшие сроки. Срок страхования до 1 года. Страховка покроет ущерб имуществу других участников ДТП до 400 тысяч рублей на каждого потерпевшего, а также ущерб жизни или здоровью других участников ДТП до 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего. Если ДТП совершено не по вашей вине, страховка покроет ущерб имуществу других участников ДТП, ущерб жизни или здоровью других участников ДТП, а также ущерб иному имуществу, поврежденному в ДТП. Ссылку для оформления полиса оставлю в описании. Обезопасьте себя от чужих ошибок на дороге с ОСАГО от страхового дома ВСК. По технике кроссовер различается кардинально. Если американец имеет атмосферник V6 3,5 литра из семейства VQ, то в Китае такой двигатель отсутствует. Там Pathfinder будет оснащаться 2-литровой турбочетверкой KR20 с изменяемой степенью сжатия. Она знакома по другим моделям Nissan и Infiniti. Например, в Китае такой двигатель ставится на родственный Infiniti QX60. На Pathfinder двигатель развивает 252 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента, а работает он в паре с 9-ступенчатым автоматом фирмы ZF. Привод передний или полный. У полноприводной версии есть 6 режимов движения: автоматический, экономичный, спорт, песок, грязь и снег. Расход топлива на кроссовере, снаряженной массой 2131 кг, составляет 9 литров на 100 км. Максимальная скорость 190 км в час. Объем багажника за третьим рядом сидений составляет 470 литров. Объем со сложенным вторым и третьим рядом не называется, но в компании сообщили, что если сложить второй и третий ряд, образуется площадка, на которой можно разместить надувную кровать длиной 2 метра и шириной в 1 метр 35 сантиметров. В Китае за новый Nissan Pathfinder просит 240-280 тысяч юаней, что примерно составляет 2 920-3 410 тысяч рублей. Российские дилеры уже предлагают к покупке параллельные кроссоверы в топовом исполнении. Цены начинаются от 5 150 000 рублей.
Друзья, какой кроссовер, по вашему мнению, выглядит лучше? Китайский или Pathfinder для рынка Америки? Если вам понравился обзор, то поддержите его лайком и любым комментарием. Это поможет в продвижении видео. Также не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.